Сегодня фильм «Тога», 2019 год, автор сценария Том Флинн, режиссер Эрик Санкор. В ролях Вильям Дефо, Джулиан Николсон. Бюджет $40 миллионов, сборы я не нашла, в прокате не был, фильм основан на реальных событиях. Сюжет. Январь 1925 года, Аляска, городок Ном. США, вспышка дифтерии, под угрозой жизни детей. Нужно было срочно доставить сыворотку, но надвигался шторм. Самолеты не летали, единственный выход – собачьи упряжки. Каюр норвежского происхождения Леонард Цеппало с ведущим псом Тога – единственный, кто мог справиться с этой задачей. Выносливость, скорость, бесстрашие и талант лидера – критерии для ведущего пса. А ведь ему было 12 лет, а всего он прожил 16. Самоотверженность, выносливость, смекалка, умение, желание рисковать для Каюра. Так как время было дорого, то Цеппало решил идти через залив Нортон-Саунд, который покрывал лед, но он был непредсказуем. Я со страхом наблюдала, как раздается треск и разбегаются лучи, когда лед не выдерживает. Но Тога, беспрекословно подчиняясь командам Каюра, бежит, преодолевая страх. А ведь порой собаки очень боятся, например, раскатов грома, вспышек молнии, да и в фильме они то и дело оглядываются на бегущие трещины. А назад они возвращались, прыгая с льдины на льдину. Самое удивительное, Тога, сибирский хаски, родился слабым, жена все ухаживала за ним, а Цеппало он раздражал. Слабый, маленького размера. В общем, он в него не верил, как в ездовую собаку. Кроме того, он причинял много хлопот, всегда выбирался из любого загона и мчался за собачьей упряжкой. Причем претендовал на роль ведущего пса. 2 раза его отдавали, но либо его возвращали, либо он сбегал сам. Кстати, Цеппало назвал щенка Тога в честь японского адмирала, сказав при этом: назовем неудачника в честь неудачника. Но адмирал Тога был успешным, он выиграл Цусимское сражение. Впрочем, и пес стал впоследствии героем. Так что по поводу неудачника мне как-то было непонятно. Что это, если не судьба? Пес, в которого никто не верил, становился лидером и совершал подвиг один за другим. А ведь это не человек, которому нужны слава и деньги. Он просто делал то, что умеет, чтобы быть рядом со своим хозяином. Я удивлялась упорству пса, когда он, отданный во 2-й раз, с разбегу разбивает стекло окна и сбегает к Цеппало. Мое сердце сжималось от страха, когда собачья упряжка чуть не слетела в обрыв, и Тога вытащил их, выполняя команды Цеппало. Я лила слезы, когда Цеппало, оказавшись на льдине вместе со своими собаками, швыряет на берег Тога, шепча ему: «Что бы ни случилось, прости меня». Но у них все получилось. Правда, слава и почести достались не Цеппало с Тога, а совсем другому человеку, Гуннару и собаке Балта, потому что они были последним звеном в эстафете, прибыли в город с сывороткой. Так бывает. Из 20 команд 19 прошли в среднем по 50 километров, а одна команда 425 километров. Как говорится, догадайтесь, какая команда, и почувствуйте разницу пройденного километража. В 2011 году журнал Time назвал Тога самым героическим животным в истории, но памятник ранее был поставлен в Таймс-сквере Нью-Йорка, статуя пса Балто. Странно, почему Дисней снял фильм только в 2019 году? В прошлом году в январе исполнилось 100 лет этим событиям. Все свидетели давно умерли. Наверное, все-таки правда о герое Тога передавалась из поколения в поколение. Я тут вспомнила о Хатико, символе верности и преданности своему хозяину. А символ чего пес Тога? Когда в шторм он бежал, ведя за собой упряжку, он же не думал, что надо спасти детей и что он совершает подвиг. Он просто бежал, потому что Каюр, его хозяин, отдал ему такую команду. Звучит команда «Вперед», значит, надо бежать. По снегу ли, по трескающемуся льду, прыгать в ледяную воду, то есть делать все, что прикажет хозяин. А будет ли хозяин шептать «прости за все» и на руках отнесет в теплый дом на стоянке, или бросит на улице замерзать, это уж кому как повезет. В финале Цеппало собирается в очередную поездку. Тога с раненой передней лапой скачет на 3, заглядывая в глаза хозяину. Цеп уходит. Тога пытается открыть дверь, и ему это удается. И он уже несется по заснеженной дороге, догоняя упряжку. Цеп склоняет колени, встречая пса. Тога лижет ему лицо. Цеп просто счастлив. Что это? Как это объяснить? Не знаю, но догадываюсь. Так что Тога тоже символ верности и преданности хозяину. Просто Тога рабочий пес, Цеппало хотел спасти детей, и Тога помог ему в этом. Так они оба стали героями. Через 100 лет на другом континенте мы вспоминаем Тога и Цеппало,
который подвел итог фильму. Я думал, он живет ради саней. Нет, он жил ради меня. Если вам повезет и вы встретите настоящего пса, он никуда не уйдет. Он останется с вами до самого конца, в упряжке вашей души. Замечательная история, замечательный фильм. Всем рекомендую. На сегодня все. Всем пока.